Кто такие ведьмаки? История школ и проклятие мутантов. О них слагают легенды. Крестьяне шепотом рассказывают страшилки детям, а когда видят их в деревнях, отворачиваются и крестятся. Но кем были ведьмаки на самом деле? Героями, защищающими человечество от чудовищ, или чудовищами в человеческом обличье? Сегодня мы подробно разберем их происхождение. Рассмотрим, как создавались ведьмачьи школы, что представляло собой страшное испытание травами, и почему люди, ради которых ведьмаки проливали кровь монстров, в итоге отвернулись от них. Происхождение. Когда-то мир континента был другим. Люди, эльфы и краснолюды жили относительно спокойно. Но все изменилось после конъюнкции сфер. В наш мир хлынули существа из иных измерений. Вампиры, оборотни, гулии и десятки чудовищ. Обычные люди оказались беззащитными. Ни солдаты, ни маги не могли остановить монстров. Тогда чародеи решили создать воинов нового типа, таких, кто будет равен чудовищам в силе и ловкости. Так родилась идея ведьмаков. Первые эксперименты чародеи брали мальчиков в раннем возрасте. Они подвергали их мучительным процедурам, ядовитым травам, алхимическим эликсирам и мутагенам из тел чудовищ. Смертность была огромной. Из 10 детей выживал один, но те, кто выжил, становились другими. Их глаза менялись, зрачки становились вертикальными, как у кошек. Они видели в темноте. Тела укреплялись, а раны заживали быстрее. Так рождались ведьмаки. Проклятие мутаций. Дар оборачивался проклятием. Ведьмаки становились бесплодными. Их эмоции притуплялись. Они теряли способность к обычной жизни. Для людей ведьмаки были мутантами. Их боялись, но одновременно нуждались в их услугах. Это и стало главной трагедией ведьмаков – испытание травами. Самый страшный этап обучения – испытание травами. Юный ученик несколько дней корчился от боли. Его организм переполняли яды и мутагены. Только 1 из 3 выживал. Но именно это испытание делало из ребенка охотника на чудовищ. Ведьмак становился быстрее, сильнее, выносливее. Его глаза начинали светиться желтым. Он больше не чувствовал страха. Школы ведьмаков. Со временем ведьмаки объединились в школы. Школа волка – Каэр Морхен, самая известная. Здесь учились Геральт, Весемир, Эскель и Ламберт. Школа кота – жестокие наемные убийцы. Они брали заказы на людей, их презирали даже другие ведьмаки. Школа Грифона – опора на знания, магию и дисциплину. Школа медведя – воины, сильные и выносливые. Школа змеи – хитрые и коварные. Каждая школа имела свой символ и философию. Кодекс. Со временем появился ведьмачий кодекс. Ведьмак не вмешивается в дела людей. Он убивает только чудовищ. Он всегда требует плату за работу. Кодекс стал символом профессии. Люди знали, ведьмак выполнит заказ, если получит награду. Упадок С годами монстров стало меньше. Потребность в ведьмаках снизилась. Люди начали видеть в них угрозу. Фанатики называли их дьяволами. Толпы крестьян устраивали погромы. Кульминацией стала атака на Каэр Морхен. Крепость разрушили. Большинство ведьмаков погибло. С тех пор их осталась лишь горстка. Символ трагедии. Ведьмаки стали пленниками своего предназначения. Созданные как оружие, они лишились права на нормальную жизнь. Они пережили войны и охоту на чудовищ, но проиграли в битве с человеческим страхом. Заключение ведьмаки. Не просто охотники. Это символ трагедии континента. Они спасали людей, но всегда оставались чужими. Геральт из Ривии – самый известный из ведьмаков. Герой, который всю жизнь боролся за людей, но никогда не смог стать одним из них. И в этом истинная драма ведьмаков.